Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, всем желаю хорошего дня. Усаживайтесь поудобнее. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, пересылайте это видео друзьям и знакомым. Я должен заметить, что хорошая традиция пересылать это видео 3-4 хорошим знакомым. На следующий день можно созвониться, обсудить тему видео, ответить себе на вопрос, что было тут полезного, интересного, хорошего. Тема сегодняшнего видео – зачем и как вести дневник. Давайте разберемся с этим достаточно простым и сложным вопросом через призму колеса жизненного баланса. В колесе жизненного баланса у нас представлено 8 сфер, и те, кто уже имеет большой профессиональный опыт или большой жизненный опыт, они уже примерно представляют тот объем информации, который творится в каждой сфере. И для того, чтобы разгрузить свой мозг от эмоций, от нерешенных задач, от непредвиденных задач, от стресса, который присутствует в нашей жизни, для этого и нужен дневник. Давайте сейчас в этом видео вместе с вами разберем очень большой вопрос, зачем вообще вести дневник. История дневников, ежедневников, она тесно связана с иерархией в нашем обществе, и дневник могли себе позволить те люди, которые находились у власти, которые находились при богатстве. В наше время уже дневник стал повседневной реальностью для каждого школьника, для каждого бизнесмена, для каждого человека, которому необходимо вести какие-то записи. И давайте перечислим несколько функций, их там более 10 у дневника, зачем вести дневник. Первое, мы можем перенести часть вопросов, которые требуются внимания на потом, в виде какой-то записи. Делаем запись, купить новую книжку, найти новый курс, позвонить другу, поздравить любимого человека, любимого мужчину, любимую женщину с каким-то праздником, юбилеем. То есть это такие хорошие поводы на поминалки. И вот первое преимущество – это напоминание о каких-то предстоящих событиях, которые не обязательно держать в голове. Если этих событий достаточно много, ежедневник, дневник – в этом очень большая подмога. Второе преимущество, зачем вести дневник – записывать свои инсайты. Есть какие-то положительные инсайты от просмотренного фильма, от встречи с каким-то хорошим человеком, прослушанная телепередача, прочитанная книга, какое-то замечательное событие после концерта. Любое событие, которое дарит вам инсайт, у вас есть возможность записать вот этот вот инсайт, вот это движение мысли, зафиксировать эту эмоцию, и в дальнейшем оно вам пригодится в жизни. Третье преимущество, зачем вести блокнот. Мы понимаем всю сложность развития в себе очень хороших качеств. Представьте, у нас 8 сфер в колесе жизненного баланса. И если каждую сферу рассматривать, как бизнесмен в виде отдельного бизнеса, вы понимаете, там есть свои нюансы, есть свои закономерности, есть свои годовые пики, спады, росты, стрессы. То есть все это присутствует. С этим нужно взаимодействовать, и для того, чтобы взаимодействие было гармоничным, для этого служит дневник. Мы ведем какую-то хронологию событий, которые у нас происходили в каждой сфере. Вот у нас 8 сфер. Мы эти события фиксируем через рисунок, через цифры, через какие-то наброски. Любой вид информации для нас очень полезный, потому что он просто разгружает наш головной мозг и не позволяет стрессу захватывать нас. Следующее, четвертое преимущество ведения дневника – это диалог с самим собой. Я это бы поставил на самое первое место, но диалог с самим собой очень такая трудоемкая задача, поэтому
будет записано по этой теме отдельное видео, как вести с собой диалог, используя блокнот. Диалог с собой, как и с любым другим человеком, вести всегда сложно, потому что в диалоге нужно определенный уровень откровенности, определенный уровень смелости признать какую-то проблему, посмотреть варианты выхода из этой ситуации, и нужно принять какое-то решение, чтобы действовать. А чтобы действовать, нужно понимать, что, идя в направлении выбранной цели, выбрав какой-то путь ее достижения, возможно, какие-то ситуации, с которыми приходится справиться. Может, это нужно пройти через стресс, через какое-то волнение или пройти через большую радость. Все это присутствует в нашей жизни, поэтому диалог с собой – это для этого нужен свой инструментарий. Такой инструментарий – это блокнот, ручка, карандаш. Пятое преимущество, зачем нужно вести дневник, для того, чтобы просто посмотреть хронологию своей прошлой жизни. Представьте, вы листаете блокнот, который вы вели 5 лет назад, у вас какие-то события вызывают приятные воспоминания, вы улыбаетесь, эти приятные воспоминания позволяют вам быть в хорошем тонусе. Вы можете отследить свой прогресс, если занимаетесь какими-либо тренировками. Вы увидите, какие были волнения у вас на первых тренировках, когда вы получали базовые навыки, и в следующем дневнике вы увидите свой прогресс и понимаете, что вот этот путь волнений, страданий, переживаний, он для вас уже пройден, и вы понимаете, что те усилия, которые вы потратили, они стоят тех переживаний. Шестое преимущество, зачем нужно вести дневник. Опять возвращаюсь к планированию. Дневник нужен для того, чтобы собрать аргументы для планирования. Планирование связано с анализом, то есть мы планируем, анализируем такой цикл, запланировали что-то, проанализировали, что-то вычеркнули, что-то добавили, и такой вот цикл планирования, анализ в течение месяца дает нам возможность в первую очередь четко сформулировать свою цель, поставить срок, когда это возможно, через ваши усилия, или когда это нужно что-то ускорить или, наоборот, отложить, потому что все идет как надо. Следующий пункт, 7 по счету, если я сбился, пожалуйста, поправьте. Зачем нужно вести дневник? Это для того, чтобы немножко собрать фактический материал к вашей миссии наставничества. Все мы являемся в каком-то роде наставником. Те, кто преподавал, имеют опыт преподавания, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы начали свой этап преподавания, какие волнения вы прошли, кто вам помогал стать хорошим преподавателем, какие курсы вы посетили, какую радость вы испытываете от преподавания, что дает преподавание в вашей жизни, гордитесь ли вы своими учениками и какую миссию вы видите в преподавании. Этот цикл вопросов, надеюсь, простимулирует вас что-то написать в комментариях, а тем, кто напишет в комментариях свою историю успеха, мы посвятим отдельное видео. Итак, 8 преимущество, зачем нужно вести дневник, это для того, чтобы четче держать в фокусе свои долгосрочные цели. Как правило, те дела, которые мы запланировали на ближайший месяц, они очень хорошо в деталях держатся у нас в оперативной памяти головного мозга. Мы можем что-то поменять, что-то уплотнить в своем графике расписания. А вот долгосрочные цели, то есть это то, что будет происходить в нашей жизни через 3-4 месяца, через 8 месяцев, все, что связано с долгосрочным планированием. Я уже в предыдущих видео говорил, что самое главное, нам нужно спланировать свой цикл
отдых, работа, работа так, чтобы мы отдыхали, еще не сильно устав, или мы свой период отдыха полноценно использовали для того, чтобы перезагрузить свой разум, который уже набрался опыта, по-другому взглянуть на те ситуации, с которыми столкнулись, и в целом для своих родных и близких выглядеть оптимистично. 9-е, самое главное преимущество для ведение дневника – это планирование в сфере денег. Сфера денег – это часть колеса жизненного баланса, которую нужно очень глубоко прорабатывать мотивы, зачем вам нужны деньги, четко формулировать, на какие цели нужны деньги, в каком количестве, достаточно ли для достижения денег цели, той денежной суммы, которую эта цель стоит, кто может помочь решить эту задачу, это связанная задача чисто с деньгами, это покупка, допустим, нового дома, новой квартиры, нового бизнеса, Всегда ориентируйтесь на крупные покупки, где там необходимо нужно собрать сумму за несколько лет, а может вы соберете за год, потому что как только у вас появляется хорошая цель, вы уже понимаете, что эту сумму можно собрать значительно быстрее, можно привлечь инвестиции, можно где-то сделать в профессиональной карьере рывок, то есть вы с появлением цели видите способы ее достижения, в том числе и самые кратчайшие. И 10-е, самое главное, зачем мы ведем дневник, для того, что своим детям, своим наследникам, своему роду оставить какую-то информацию о том, как вы жили, о чем вы мечтали, к чему стремились. Почему? Потому что интерес сейчас к родословной постепенно во всем мире возрастает. Вы часть очень большой экосистемы с вашей стороны. Мама, папа имеют тоже своих родителей, и знать своих родственников по 6-е поколение – это уже хорошая традиция. Если получится, выпустим по этому видео отдельное видео с этой информацией. Сейчас я отвечу или перейду ко второй части видео, как вести дневник. Самое главное, когда вы начинаете вести дневник, это сделать так, чтобы дневник вам помогал регулярно взаимодействовать со своими эмоциями. Это видео сейчас будет больше посвящено женщинам. Почему? Потому что мужчина, если пишет дневник, у него там больше рациональной информации, он редко там излагает какие-то свои эмоциональные переживания, а женщинам дневник помогает эмоциональное состояние, эмоциональное переживание структурировать. В письменном виде появляется какой-то список переживаний, что порадовало, что расстроило, что удержала внимание, как с этим бороться. То есть весь спектр эмоциональных переживаний может быть зафиксирован на бумаге. Поскольку наш канал посвящен теме колесо жизненного баланса, 8 сфер колеса жизненного баланса, мы немножко это видео сделаем сквозь призму колеса жизненного баланса. Давайте представим, что если вы ведете дневник или вы уже начали вести дневник, как отражать здесь события. Если мы посмотрим на колесо жизненного баланса, то каждая сфера у нас сопряжена с двумя вещами или состояниями. Первое состояние – это эмоции, второе состояние – это действие. Если мы посмотрим на сферу колеса жизненного баланса, карьера и бизнес, деньги, личностный рост, здоровье и спорт – это все 4 сферы связаны с действиями. То есть у нас в карьере есть действия, редко есть такие профессии, где важны эмоции, даже пускай это актерское мастерство и прочее, там важно больше сосредоточиться на результаты. Отыграть спектакль, снять какой-то фильм, смонтировать какой-то фильм. Те, кто работает в профессии,
профессии, связанные с производством товаров, там эмоций как бы хватает, но все они вокруг производственного процесса. Если мы говорим о сфере денег, мы все понимаем, что важен не только процесс, но и количество денег, которые вы зарабатываете, периодичность, как деньги часто попадают вам на счет, и вы больше думаете о потенциале, как ваши услуги, товары могут быть полезными за пределами вашего населенного пункта. Об этом я уже говорил в предыдущих видео. Затрагиваем тему личностного роста. Мы обучаемся для того, чтобы действовать. То есть, либо это кругозор, который нам помогает понимать то, что вы делаете это более осознанно, либо те знания и навыки, которые вы получили на обучении, вы притворяете в практику. Сфера здоровья и спорта, она связана с тем, что мы постоянно тренируем тело для того, чтобы оно было в тонусе. Теперь рассматриваем другие сферы, где у нас больше присутствуют эмоции. Это сфера отношений и друзья, отношения и семья, друзья и окружение, яркость жизни, духовный рост и творчество. Это 4 сферы, в которых эмоции доминируют. Эти эмоции доминируют, потому что мы люди социальные существа, для нас важны переживания, для нас важна осознанность жизни, понимание того, что мы вот выполняем какую-то миссию на этой земле. Для нас важна тема духовных ценностей, хобби, творчество, оно точно так же тренирует наш мозг, как и физические тренировки. Самое большое количество эмоций у нас находится в сфере отношения и семья, и столько же эмоций у нас находится в друзьях и окружениях. Поэтому, когда вы будете вести дневник, вот этим вот 2 полусферам эмоций и действия нужно по-разному уделить время. Если у вас есть переизбыток эмоций, неважно, это плохие или хорошие, но они важны по амплитуде переживания, это все нужно фиксировать в дневник короткими предложениями, короткими прилагательными. Это может быть какой-то рисунок, это могут быть какие-то размышления. Через 3 месяца вот этой вот хорошей привычки регулярно вести дневник, вы заметите, что эмоции, которые перенесены в дневник, с ними проще взаимодействовать. Это один шаг для ведения диалога с самим собой. Как вести дневник? Есть очень много различных методик. Есть 2 очень простые, но очень надежные рекомендации. Первое, с вечера мы планируем какие-то действия на следующий день, тезисно или в голове просматриваем, что бы хотели сделать на завтра. То есть с вечера планируем то, что мы будем делать завтра, а утром, начав рабочий день, мы фиксируем, с какого состояния мы начали этот рабочий день. Для тех, у кого есть сложности взаимодействия с дневником, вы можете утром, выйдя из дома, сделать фотографию, селфи себя, попытаться улыбнуться, и вы заметите, что через месяц такой вот практики утром идете на работу, делаете фотографию, селфи своего лица, вы можете уже, просмотрев в галерее фотографии, заметить, что утром, когда вы только что вот позавтракали, вышли из дома, вы уже знаете, с каким настроением вы идете на работу. Это может быть, вы не проснулись, это может быть, вы радуетесь, это может, вы серьезные, либо вы просто находитесь в состоянии, сейчас любое море по колено, все дела переделаем. И такая же практика, желательно фотографирование, вы можете делать селфи, когда вы возвращаетесь с работы. Выходите с рабочего места, с кабинета, делайте селфи, постарайтесь в этот момент улыбнуться, но если вы сравните утреннюю и вечернюю фотографию, можете для себя уже поставить как бы замер вашего уровня жизненной энергии. Я уже говорил, что к окончанию рабочего дня очень хорошая традиция, практика, ну и, наверное, хороший лайфхак, если у вас осталось 30% вашей жизненной энергии. Если вы в дневнике будете фиксировать утром, вот вы вышли на работу, свое состояние там
0,4 нестабильное, 4,8 стабильное состояние, 8-10 очень стабильное состояние, и подкрепляете это фотографией, у вас будет все аргументы понять, что что-то, кто-то утром вам уже испортил настроение, вы с этим состоянием не справились. Но если вы будете практиковать колесо жизненного баланса просто регулярно, вы заметите, что если вы выходите утром и начинаете рабочий день не с улыбки, значит, что-то не то. Не успели вы подготовиться к этому сегодняшнему дню, надо что-то делать со своим внутренним состоянием, то есть вечером прорабатывать прожитый день, чтобы за ночь восстановиться, все свои мысли привести в порядок, то есть эмоции превратить в действие. Таким вот образом мы подводим итоги, зачем и как вести дневник. 10 зачем или 10 плюсов, зачем нужно вести дневник, я уже сказал в начале видео. Можете вернуться посмотреть. Есть 10 преимуществ. Если вы есть у кого какое преимущество хотите добавить, пожалуйста, пишите в комментариях, будем рады вашим заявкам. Как вести дневник, я рассказал 2 простых лайфхака. Утром делаем фотографию перед началом рабочего дня, вечером делаем фотографию, селфи самого себя, фиксируем, сколько жизненной энергии у вас осталось. Утром в дневнике смотрим, с каким настроением вы идете на работу, чувствуете ли вы утомление, радость, любое эмоциональное состояние описывайте любыми словами, значками, как вам это удобно, и через месяц вы поймете, что вы уже в состоянии контролировать свое рабочее состояние, и таким образом мы дневник превращаем в очень хорошую привычку, в очень мощный инструментарий для того, чтобы более 50% времени находиться в хорошем настроении, более 20 дел из 100 завершать в течение месяца. Те, кто не верит, скажем так, моим цифрам, вы попрактикуйте и поймете, что сделав из 100 поставленных задач хотя бы 20, это уже очень-очень большой прогресс. А те, кто продвинутые пользователи и делают 50 задач из 100 запланированных, вы молодцы. Пожалуйста, напишите свою историю успеха. Если у вас есть возможность записать видео, тоже присылайте ссылку на видео. Постараемся опубликовать на этом канале, чтобы наш канал был интерактивный. Всем, кто смотрит это видео, желаю хорошего дня. Пересылайте это видео друзьям, знакомым. Все, что вы запланировали, у вас обязательно сбудется, потому что я в вас верю.